Дорогие друзья, присоединяйтесь. Крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Вы можете взять любую пряжу, подобрать крючок и вязать. Сегодня мы с вами будем очень нежные, уникальные цветочки. Моя авторская разработочка. Один мастер-класс, много вариантов. В конце урока мы с вами все подробно рассмотрим. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашего цветочка с 6 воздушных петель, замкнутых кольцом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее я ввожу крючок в первую воздушную и провязываю соединительную. Мое колечко готово. И далее я буду выполнять столбики без накида. Воздушная для перехода от одного ряда к другому. И будем провязывать 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. И видите, я ввязывала остаточек нити при выполнении столбиков. Далее я пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида, соединительная. И я могу приступить к выполнению лепесточков. И, дорогие друзья, прежде чем продолжить, я хочу показать вам готовые наши цветочки. Смотрите, если мы с вами сейчас вот по лицевой стороне будем выполнять лепестки, то у нас с вами получится вот такая объемная серединка, видите? И лепесточки наши будут вот таким образом смотреться. Если же мы будем с вами переворачивать вот таким образом нашу серединку и вязать по изнаночной стороне лепестки, то у нас серединка будет более плоская, будет вот таким образом смотреться. Мы с вами выполним этот вариант. Этот вариант вы можете выполнить самостоятельно. И обязательно напишите в комментариях, какой вариант вам понравился больше. А мы продолжим. Мы с вами, как и договаривались, разворачиваем работу на изнаночную сторону. Далее я провязываю воздушную, не затягиваем ее. И я ввожу крючок в вершинку этого же столбика, куда мы с вами провязывали соединительную. И провязываю столбик без накида. Далее очень внимательно мы с вами будем провязывать вот таким образом воздушная и столбик без накида в вершинку столбика предыдущего. Вот таким образом захватывая за 2 нити. Провязали. Всего у нас должно получиться 7 столбиков. То есть 1, 2 и теперь вяжем воздушная и третий столбик. Вот такая тесьма у нас с вами красивая получается. Воздушная. Это у нас 4-й столбик. Воздушная. 5-й. Воздушная. 6-й. Воздушная. 7-й. Провязали. И далее приступаем к формированию нашего лепестка. Смотрите, воздушная. Очень внимательно я ввожу крючок в вершинку столбика, точно так же, как мы с вами провязывали. И вытягиваю рабочую нить. То есть как бы выполняю незавершенный столбик без накида. И считаем, мы первый раз провязали, далее в следующий столбик второй, третий, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й раз. Обращаю ваше внимание, что на крючке у нас 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязали. Теперь смотрите, я захватываю рабочую нить и просто протягиваю через все петелечки на крючке.
Далее я провязываю воздушную и хорошо подтягиваю. И вот видите, вот такой красивый, интересный лепесток у нас получился. Далее очень внимательно я ввожу крючок в следующую вершинку. Я прошу прощения, я ввожу крючок в эту же вершинку, очень внимательно, в эту же вершинку вводим крючок и провязываю столбик без накида. Далее в следующую вершинку ввожу крючок и в следующую. У нас, то есть в одну вершинку будет 2 столбика. Мы формируем лепесточек и провязываем 2 столбика в одну вершинку. Вот как здесь мы с вами выполняли. И вот смотрите, это у нас с вами изнаночная сторона. Опять же, при желании вы делаете ее основной, да, лицевой. А вот наша будет лицевая сторона. И давайте еще раз повторим выполнение нашего лепестка. Первый столбик у нас готов, далее воздушная, второй столбик, воздушная, третий столбик, воздушная, четвертый, воздушная, пятый, воздушная, шестой и воздушная, седьмой. Вот такая тесьма у нас, да, с вами получилась. Вот наш первый лепесточек. Давайте я его поправлю, чтобы вам было хорошо видно. И, как и ранее, мы с вами провязываем воздушную и считаем 1, 2, не спешите, 3, 4, 5, 6, 7 и на крючке у нас с вами 8 петель. Захватываем, придерживаем пальчиком, все провязываем, далее воздушная и хорошо подтягиваем. И вводим крючок в эту же вершинку, напоминаю, да, вот в эту же вершинку, куда мы с вами уже провязывали. Провязываем столбик без накида. Далее в следующую вершинку второй столбик без накида и в следующую третий. Вот такие у нас с вами получаются лепесточки. Повторюсь, это у нас с вами изнаночная, но будем говорить, да, вот обратная сторона. Вот я специально ниточку не убирала. А вот наша тоже интересная, красивая, необычная будет лицевая сторона. Далее вы выполните еще 4 лепестка, всего их должно быть 6. И завершу выполнение я вместе с вами. И мы с вами выполнили все 6 лепесточков и завершаем наш круговой ряд. И повторюсь, мы с вами работаем по изнаночной стороне. Вот наш столбик без накида мы провязали. И теперь вот наш столбик, который был провязан в начале ряда. Видите, воздушная и столбик. Воздушная, если у вас очень затянуто, то мы с вами просто вводим крючок вот прямо в тело столбика. И провязываем соединительную. Далее воздушная. И работу теперь разворачиваем и будем работать по лицевой стороне. Смотрите, вот наши 3 столбика. 2 крайних столбика у нас принадлежат лепесточкам, а центральный столбик у нас свободный. Я ввожу в него крючок и провязываю столбик без накида. Далее арочка из 3, 1, 2, 3. Лепесточек у меня вот убираем вперед, чтобы не мешал. И опять смотрим. Вот наши 3 столбика, 1, 2, 3. Мы в центральный вводим крючок и провязываем столбик без накида. Дальше опять арочка из 3. 1, 2, 3. Берем наши лепесточки, убираем. Мы с вами потом все поправим.
И вот наши 1, 2, 3 столбика. В центральный вводим крючок и провязываем столбик без накида. И вот смотрим, это у нас с вами лицевая сторона. И вот по изнаночной стороне видны арочки. Это у нас будет следующий слой лепесточков. Так мы с вами вяжем арки до конца ряда. Всего получится у вас 6 арочек. Завершу ряд я вместе с вами. Мы с вами выполнили все 6 арочек и завершаем выполнение нашего ряда. Очень внимательно пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида и провязываю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И давайте будем выполнять лепесточки. Воздушная. И следующий у нас с вами ярус лепесточка будет из разновысоких столбиков. Столбик без накида я выполняю под арочку. Далее воздушная, накид. Под арку я провязываю столбик с накидом. Далее провязываю 2 столбика с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами и второй столбик с 2 накидами под эту же арочку. Далее провязываю пико. 1, 2, 3. Ввожу крючок в вершинку. Смотрите, захватываю 2 нити нашего столбика соединительные. Провязали. Далее 2 накида и провязываю 2 столбика с 2 накидами под эту же арочку. Первый столбик и под эту же арочку второй. Далее столбик с накидом, воздушная и под эту же арку столбик без накида. И смотрим, наш с вами лепесточек готов. Такой остренький лепесточек получился. И видите, вот так. Давайте пока уберем этот ярус. И так мы с вами будем вязать 6 лепесточков. Я начну выполнение следующего. Далее вы продолжите самостоятельно. Берем поудобнее. Под арку я ввожу крючок, столбик без накида, воздушная, столбик с накидом и 2 столбика с 2 накидами. Первый, второй, пико и так далее. Всего у вас должно получиться 6 лепесточков. До конца ряда завершу выполнение я вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего ряда. Выполнили, да, все лепесточки. И смотрите, я пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида и провязываю соединительную. И прежде чем дальше продолжить нашу работу, я хочу остановиться и сказать, смотрите, на каждом этапе работы вы можете остановиться, и у вас уже будет красивый, интересный цветочек. И еще хочу показать, что вот смотрите, один и тот же прием, да, только мы, скажем так, перевернули, да, наши лепесточки. Смотрите, как по-разному смотрятся наши серединки. И далее мы с вами выполним еще один ряд лепесточков. Очень внимательно я провязываю арочку из 3, 1, 2, 3, для того, чтобы перейти к выполнению нашего ряда арочек. Смотрите, далее вот мой лепесток. Вот с одной стороны 4 столбика и с другой стороны 4 столбика. Я ввожу крючок между столбиками центральными под арочку и провязываю столбик без накида. Далее арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5. Опять беру следующий лепесточек, опять вот таким образом отсчитываю с одной стороны 4 столбика и с другой стороны 4. Ввожу крючок
серединочку и провязываю столбик без накида. И опять арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Так мы с вами вяжем наши арочки из 5. Всего должно получиться 6 таких арочек. Мы с вами связали 6 арочек, вот они хорошо видны по изнаночной стороне, и завершаем наш круговой ряд. Очень внимательно. 3 воздушные мы пропускаем, они в работе не участвуют. Я ввожу дальше крючок в вершинку столбика без накида и провязываю соединительную. И вот смотрите, наши арочки для лепестков готовы. И приступим к провязыванию лепесточков. Воздушная. Далее очень внимательно под арку. Мы давайте уберем наши лепестки. Мы потом с вами все поправим. И начинаем выполнение. Столбик без накида. Воздушная. Далее 1 столбик с накидом. 2 столбика с 2 накидами. Первый и второй. И 2 столбика с 3 накидами. 3 накида на крючок и провязываем под эту же арочку. Первый столбик с 3 накидами и второй столбик с 3 накидами. Провязали. Далее мы с вами выполняем пико, как и ранее. 3 воздушные петли, ввожу крючок в вершинку столбика, захватываю 2 нити, соединительные. И теперь продолжаем выполнение наших столбиков. 3 накида на крючок, провязываем 2 столбика с 3 накидами. Первый и 3 накида на крючок. Второй столбик, провязали 2 столбика с 2 накидами, первый и второй, 1 столбик с 1 накидом, воздушная и столбик без накида под эту же арочку. И вот наш лепесточек с вами готов. Далее все лепесточки будут одинаковые, то есть всего их будет 6. Давайте я начну выполнение следующего лепесточка, вы продолжите самостоятельно. Столбик без накида, воздушная, 1 столбик с накидом. И далее 2 столбика с 2 накидами, первый и второй, 2 столбика с 3 накидами, первый столбик с 3 накидами и второй. Далее пико, не забываем, из 3 воздушных. И продолжаем дальше так выполнять наш лепесточек, как и первый. И так мы с вами вяжем все 6 лепестков. Мы с вами завершаем выполнение нашего цветочка. После столбика без накида очень внимательно я пропускаю воздушную, ввожу крючок в вершинку столбика без накида. Вот видите, и провязываю соединительную. Хорошо подтягиваю. Далее провязываю воздушную, ниточку обрезаю и опять подтягиваю. Далее по изнаночной стороне я аккуратненько убираю остатки нити. И мы с вами посмотрим, что у нас получилось. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать нежнейший цветочек крючком. Моя авторская разработочка. И как всегда я вам предлагаю несколько вариантов. Вот наша серединка
которую мы с вами выполняли по изнаночной стороне, напоминаю, можно уже остановиться на этапе серединочки. У вас получится вот такой нежнейший, маленький и красивый цветочек. Так будет наш цветочек смотреться с серединкой, связанной по лицевой стороне. И этот цветочек у нас с вами с более тонкой пряжи, точно такой, как мы выполняли на мастер-классе. Видите, на каждом этапе работы вы можете остановиться, и у вас получится очень нежный, уникальный и красивый цветок. Естественно, вы можете поработать с цветом пряжи, поэкспериментировать, посмотреть, посочетать разные цвета. Можно с толщиной пряжи, опять же, поэкспериментировать. Все в ваших руках. Видите, вот такая нежность. И совершенно по-разному, да, смотрятся серединки нашего цветка. Обязательно пишите в комментариях, какой вариант понравился вам больше. И до новых встреч, творческих вам успехов. Пока-пока.